В это тяжело поверить, но встреча двух заклятых врагов близка. Такую надежду высказывают в Белом доме. Демилитаризация идет по плану, но по чьему? Одна из воюющих стран осталась без важного вида техники. Военный аналитик поделился шокирующими подробностями. Странное исчезновение диктатора. Главнокомандующий не появляется на публике несколько дней, хотя идут важные учения. Вместо него приказы отдает секретарь Совбеза. Хлопок и полная темнота. Кто оставил без света пол России? Прямой намек другим тиранам. Трамп рассказал о новом секретном американском оружии. Его успешно опробовали на солдатах Мадуро. Об этих и других событиях к вечеру воскресенья 25 января. Коротко о главном. Новости Нехта. Факты, скорость и ясность. В Белом доме считают, что переговоры в Абу-Даби приблизили нечто, что недавно казалось немыслимым. В Вашингтоне допускают личную встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, возможно, уже в ближайшее время. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского. Мы не думаем, что мы далеко от этого. Если будем двигаться по нынешнему пути, мы до этого дойдем. В Вашингтоне считают, что двухдневные переговоры в Абу-Даби стали важным шагом к следующей фазе диалога. Новая встреча делегаций ожидается уже 1 февраля. По версии собеседника издания, если этот раунд переговоров окажется успешнее, далее возможен даже очный саммит руководителей государств. Зеленский и Путин встречались лично только один раз в 2019 году во Франции. ВСУ ответили на удары по Киеву и Харькову. Темно стало сразу в нескольких регионах России. В Белгороде удар пришелся по району ТЭЦ. Губернатор Гладков признал повреждение объектов энергетики и заявил об обстреле. По нашей информации, самый массированный обстрел города Белгород, предположительно хаймерсами. Есть повреждения объектов энергетики. Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места. Местные паблики писали, что в ряде районов вместе со светом пропало и отопление. Проблемы зафиксированы и в городе Строитель. В Таганроге ночью жители слышали взрывы, в сети появились кадры пожара, после чего в домах погас свет. В Перми без электричества остался район Закамск, рядом с которым расположен Пермский пороховой завод. Причины не названы. Появлялись сообщения о взрывах в Орле и в Брянской области. Волна отключений света докатилась и до Подмосковья. Частичный блэкаут произошел в Зарайске, но тут украинские дроны вроде как ни при чем. Авария случилась сама по себе. Выстрелы, ложь и попытка все замести. Власти Миннесоты подали в суд на администрацию Трампа после убийства гражданина США агентом ICE. Речь идет о 37-летнем враче Алексе Претти, застреленном в Миннеаполисе накануне. Прокуратура и Бюро уголовных расследований требуют одного – не дать федеральным ведомствам уничтожить или подделать доказательства. По версии штата, агенты ICE из структур Министерства нацбезопасности изъяли улики с места стрельбы и не пустили местных следователей, несмотря на ордер. В иске прямо сказано, федеральные силовики мешали расследованию. Прокурор округа заявила, что ее офис рассматривает возможную уголовную ответственность агентов. Ответчиками стали Министерство нацбезопасности США, ICE, пограничные службы и генпрокурор Пэм Бонди. К сотрудникам пограничного патруля США приблизился человек с 9-миллиметровым полуавтоматическим пистолетом. Сотрудники попытались разоружить этого человека, но вооруженный подозреваемый оказал сопротивление. Опасаясь за свою жизнь и жизнь своих коллег, один из сотрудников произвел выстрелы в целях самообороны. Официальная версия Вашингтона трещит по швам. Видео с нательной камеры, опубликованное журналистами, показывает другое. В руках у него был телефон. Он снимал происходящее. Сначала против него применили перцовый баллончик, потом повалили на землю, позже раздались выстрелы. Это уже второе смертельное применение оружия агентами ICE в Миннеаполисе за месяц. На фоне массовых протестов против ввода в штат тысяч федеральных силовиков по приказу Трампа. Большинство протестов, которые мы видели, оставались мирными. Давайте так и оставим. Давайте не будем отвечать на хаос Дональда Трампа своим собственным хаосом. Я понимаю, что люди злятся. Я и сам злюсь.
Демилитаризация идет, но совсем не по плану Путина. Страна танков осталась без танков. Россия полностью вычерпала запасы более-менее современных машин на складах. Об этом сообщает осинт-аналитик Коверт Кабал, изучивший спутниковые снимки российских баз хранения. По его данным, на складах остались в основном откровенно устаревшие модели. Это сотни Т-55 и Т-62, техника 1960-х годов. Есть еще ранние версии Т-72 и немного Т-80. Также Т-72Б, которые, по оценке аналитика, находятся в крайне плохом состоянии и почти не подлежат восстановлению. Более современные танки Т-90 и поздние модификации Т-72 фактически закончились. Все пригодное к ремонту уже отправили на фронт. Теперь Россия вынуждена опираться на Т-62 танк, созданный полвека назад. У него слабая броня, устаревшая электроника, плохая подвижность и пушка, не отвечающая современному бою. По словам аналитика, Россия больше не может считаться страной танков. Тем временем Трамп похвалился новым секретным оружием. Именно с его помощью США захватили Николаса Мадуро. Президент заявил, что в операции американского спецназа 3 января применили некий дискомбобулятор, устройство, которое сделало вражескую технику неработоспособной. Они так и не смогли запустить свои ракеты. У них были российские, китайские ракеты, ни одна из них не сработала. Мы зашли, они нажали кнопки, и ничего не произошло. В интервью The New York Post Трамп утверждает, что это оружие сыграло ключевую роль и во время ударов по Каракасу, и во время самой операции. Деталей он не раскрыл, заявив, что ему нельзя об этом говорить. Ранее он уже намекал, что США применили оружие, которого ни у кого больше нет. Правда, Трамп отказался комментировать сообщение о том, что еще администрация Джо Байдена закупила импульсное энергетическое оружие, предположительно вызывающее гаванский синдром. Ранее в американской прессе всплыли рассказы очевидцев. Охранник Мадуро заявил, что американцы применили нечто похожее на мощную звуковую волну. У людей якобы шла кровь из носа, некоторых рвало, все теряли способность двигаться. В Киеве после субботнего удара РФ без отопления остаются 1676 многоэтажек. Об этом днем сообщил мэр Виталий Кличко. Еще сутки назад тепла не было почти в 6 тысячах домов. Ночная атака 24 января была одной из самых масштабных. Россия запустила 375 дронов и 21 ракету. Основной удар пришелся по Киеву и области. По столице впервые били противокорабельными ракетами Х-22, Х-32. Разрушена часть фабрики «Рошен». Погибла женщина, есть раненые. Кремль не только пытается разрушить энергетику Украины, но и часть украсть. Московская делегация на переговорах настаивает, чтобы электричество Запорожской АЭС делили между Украиной и РФ. Речь идет о крупнейшей атомной станции Европы, которую российские войска оккупировали еще в начале полномасштабной войны, пишет Политика. По данным издания, именно за АЭС и деньги вокруг нее стали одной из ключевых тем переговоров с участием США, Украины и России. Обсуждали, кто будет контролировать станцию и кому пойдет вырабатываемая ею энергия. Договориться не смогли. Во всяком случае, пока. Американский чиновник на условиях анонимности пояснил, и Киев, и Москва уже примеряют, что могут получить в случае мира. Для Украины это план процветания, для России потенциальные бизнес-сделки с США. И на этом фоне Кремль пытается узаконить контроль над ЗАЭС, фактически предлагая делить прибыль от оккупации. Из Ирана поступают шокирующие новости. Число погибших в результате подавления протестов силовиками оценивают уже в 22 тысячи. И это еще не финальная цифра. Об этом заявляет правозащитное агентство «Храна», которое мониторит ситуацию на месте. Масштаб репрессий огромен. Арестованы почти 41 тысяча человек, включая детей и студентов. Тысячи получили тяжелые ранения. Протесты вспыхнули в конце декабря и охватили почти 200 городов по всей стране. Режим Аятол ответил беспрецедентной жестокостью.
Америку накрыла мощная снежная буря, и авиация встала. За 3 дня в США отменили более 13 тысяч авиарейсов. Это самый крупный авиационный коллапс со времен прошлогоднего шатдауна. Сильнее всего пострадали крупные транспортные узлы в центре и на юге страны. Из Мемфиса отменили 90% рейсов. Из Оклахома-Сити 76. Тысячи пассажиров застряли в аэропортах, цепочки перелетов порвались по всей стране. Синоптики предупреждают, непогода может продолжиться, а значит, отмены и задержки еще не закончились. Без веревок и без страховки, но с прямой трансляцией. Американский скалолаз Алекс Хоннелл стал первым человеком, который поднялся на вершину небоскреба Тайбэй-101 таким образом. Подъем показали в прямом эфире на платформе Netflix. Зрелище для крепких нервов. Хоннелл рассказал, что здание оказалось сложнее скал. Стена почти вертикальная, движения однотипные, мышцы быстро забиваются. Небоскреб Тайбэй — это 101 этаж и 508 метров высоты. На протяжении нескольких лет это здание было самым высоким в мире, пока его рекорд не побил дубайский Бурдж-Халифа. Для 40-летнего Хоннельда это не первый риск. В 2017 году он без страховки поднялся на Эль-Капитан. Тот подъем был увековечен в фильме «Фри Соло», получившем «Оскар». Начало Нового года впечатляет. Одни диктаторы внезапно перемещаются из собственной спальни в американскую тюрьму, другие исчезают. Вот и Лукашенко внезапно пропал с радаров. И мне приходится сейчас заниматься порой тем, что и не нравится. В четверг несменяемый правитель Беларуси последний раз появился перед камерами, а в пятницу внезапно объявил неплановую проверку боеготовности армии. Но ни фото, ни видео на эту тему нет. В новостях мелькает только госсекретарь Совбеза. О приказах, которые в обход министра обороны якобы отдает Вольфовичу Лукашенко, мы узнаем со слов самого Вольфовича и из текстовых сообщений пресс-службы диктатора. Обычно бывший политрук не пропускает такой шикарной возможности покрасоваться в форме с погонами генералиссимуса, но в эти дни он как в воду канул. Если бы мы с вами сели писать сценарий фильма о военном перевороте, он мог бы выглядеть именно так. Как думаете, где Лукашенко? В холодильнике, в камере, в новом бункере или под капельницей? Пишите в комментариях. А в прошлом выпуске мы вам рассказывали о том, как на самом деле в Вашингтоне относятся к Москве, и о новом позоре военно-морского флота России, о том, где оккупанты устроили стрельбу друг по другу, и как Си Цзиньпин ослабил китайский ВПК. Посмотрите, если не видели. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного. Увидимся уже утром.